Январь 1807 года. Французский император Наполеон Бонапарт, победитель Ульма, Аустерлица и Йены, достиг вершины своего могущества. Его великая армия сметала все на своем пути. Теперь в условиях суровой польской зимы он стремился к последней победе, которая сделает его хозяином Европы. Его цель – русские, поддерживаемые остатками прусской армии. Но многомесячная кампания измотала даже самых выносливых ветеранов. Большинство из них годами не видели Франции, а война в Польше, казалось, сулила только мерзлую грязь, голод и упрямого врага, который не собирался сдаваться. Под Пултуском русские мужественно сражались и пресекли первую попытку Наполеона обойти их армию. Но вскоре появится другая возможность. Командование русской армией недавно перешло к генералу Леонтию Бениксену. Несмотря на немецкую фамилию и ганноверские корни, он был ветераном 34-летней службы в императорской русской армии. 27 января Бениксен с 77 тысячами русских и 13 тысячами пруссаков начал внезапное зимнее наступление, нацелив его на 6-й корпус маршала Нея. Но Ней сумел ускользнуть, а 1-й корпус Бернадотта успешно провел арьергардные бои у Морунгена. Теперь Наполеон собирался переломить ход войны в свою пользу. Как только он узнал о наступлении русских, он начал планировать грандиозное окружение противника. И вдруг русские оказываются беззащитными. Но Бениксен вовремя понял ловушку Наполеона и начал поспешный отход. 5 дней продолжался непрерывный марш. Авангард маршала Мюрата все это время наседал на русских. Но несмотря на ряд яростных атак на арьергард, которым умело командовал князь Багратион, французам не удалось прорваться. Преследование продолжалось даже при резком понижении температуры. На севере Ней преследовал прусский корпус Листока, в то время как 4-й корпус Сульта преследовал русский арьергард до небольшого восточно-прусского города Эйлау. С 7 февраля, во второй половине дня, войска маршала Сульта продвигались по обледенелой дороге к Эйлау. Они обнаружили, что она удерживается русской дивизией генерала Барклая де Толли, окопавшейся вдоль линии заграждений, рвов и баррикад. Перед самыми сумерками в районе городского кладбища начался беспорядочный бой. В ожесточенное сражение втягивались все новые и новые войска. Французы взяли кладбище штыковой атакой. Но затем им пришлось удерживать его против решительной русской контратаки, возглавляемой самим Барклаем, который был тяжело ранен осколком. Ожесточенные уличные бои продолжались до самой ночи, но в конце концов французы одержали победу. Потери с каждой стороны составили 4000 человек. Солдаты и офицеры были потрясены жестокостью боя. С наступлением темноты температура резко упала. Многие раненые замерзли насмерть там, где упали. Французы разграбили Эйлау в поисках продовольствия и дров. Многие русские солдаты вынуждены были ночевать в открытом поле, закутавшись в шинели и не имея права разжигать костры. В ту ночь Наполеон больше всего опасался, что русские ускользнут под покровом ночи и лишат его возможности получить столь желанное, решающее сражение. Ему не стоило беспокоиться. Бениксену уже было не до бегства. Здесь, под Эйлау,
русские будут стоять до конца. Перед рассветом Наполеон находился на кладбищенском холме Эйлау, пытаясь в подзорную трубу разглядеть русские линии. Увиденное поразило его. 67 тысяч русских, сосредоточенных в две большие линии вдоль фронта протяженностью 5 километров с хорошо защищенными населенными пунктами на обоих флангах. Между двумя армиями была открытая местность, обеспечивающая чистое поле для огня 400 орудий Бениксена, огромного количества артиллерии для армии того времени. В распоряжении Наполеона были поредевшие корпуса Сульта и Ажеро, императорская гвардия и резервная кавалерия Мюрата, всего 45 тысяч солдат и 137 орудий. Но Наполеон ожидал, что в любой момент может подойти третий корпус Даву, 15 тысяч солдат, с идеальной позицией для удара по русскому флангу. На рассвете, когда французские войска еще только занимали позиции, сотни русских орудий открыли массированный огонь. В Эйлау царил хаос. Выстрелы разбивали здания и разрывали людей на части. Французские орудия вскоре ответили русским тем же. Это была самая крупная артиллерийская дуэль, которую когда-либо видел мир. Она продолжалась почти 3 часа. Хотя Бениксен обладал большим количеством орудий, французские артиллеристы были более опытными, и против плотно размещенных русских линий они не могли промахнуться. Тем временем две дивизии авангарда Даву прибыли на поле боя, заняв угрожающее положение у русского левого фланга. Но не успели они атаковать, как князь Голицын нанес первый удар своей кавалерийской бригадой. Ветераны Даву методичным огнем отразили атаку всадников. Однако наступление Голицына дало генералу Багавуту время перестроить оборону для противостояния новой угрозе. Когда около 8 часов утра железный маршал пошел в атаку, он обнаружил, что противник закрепился на холме и имеет мощную артиллерийскую поддержку. Дивизии авангарда Даву были отброшены назад и понесли потери в 1500 человек. Неудачная атака Даву встревожила Наполеона. Он опасался, что русские отступят раньше, чем он успеет захлопнуть ловушку. Он осознал, что наступил решающий момент битвы. Раздался приказ 7-му корпусу маршала Ажеро и дивизии генерала Сент-Илера. Они должны были начать лобовую атаку на противника. Любой ценой необходимо предотвратить бегство русских. Сорокадевятилетний маршал Ажеро был рядом с Наполеоном со времен его первого командования в Италии и блестящей кампании 96-го года. Но в то утро он был крайне нездоров. В 10 часов утра, привязанный к лошади, он повел вперед 12-тысячный отряд 7-го корпуса. Как раз в это время начался сильный снегопад. При видимости в несколько метров подразделения Ажеро сбились с курса и попали прямо в смертельную артиллерийскую дуэль. Французские и русские пушечные ядра разрывали их ряды. Бойцы Ажеро упорно шли вперед. Но когда они приблизились к русской линии, внезапно поднялась пурга. Одна дивизия оказалась перед 70 русскими орудиями на расстоянии всего 30 метров. Через несколько секунд ее передовые ряды были уничтожены русскими снарядами.
Другая французская дивизия прорвалась сквозь вражескую линию, но была окружена с 3 сторон русскими штыками и уничтожена. Лошадь Ажеро была убита под ним, а сам он тяжело ранен. Когда оставшиеся в живых бойцы его корпуса, спотыкаясь, возвращались назад, русская кавалерия и пехота устремились вперед. Подразделения были перебиты, уничтожались целые полки, порядок и дисциплина рухнули. Одним из немногих подразделений, сохранивших порядок, был 14-й пехотный полк, прозванный «Храбрецами» за героическую службу при Риволе 10 лет назад. Но теперь они оказались в меньшинстве и окружены. Полк мужественно сопротивлялся, но был рассечен на части, потеряв 3/4 личного состава и свой штандарт. Всего за 30 минут русские нанесли 7-му корпусу Ажеро 5000 потерь. Фактически, он прекратил свое существование. Это была одна из самых страшных катастроф наполеоновских войн. Для французов Эйлау стал уже не борьбой за победу, а борьбой за выживание. Друзья, подпишитесь на наш Телеграм, ВКонтакте и Дзен, чтобы не потерять друг друга в случае блокировки Ютуба. Вы также можете поддержать нас финансово. У нас есть Телеграм-бот для пожертвований и другие варианты. Ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. С кладбищенского холма Эйлау Наполеон наблюдал за катастрофой, охватившей корпус Ажеро. Он понимал, что необходимо немедленно стабилизировать ситуацию, выиграть время для реорганизации центра и прибытия корпуса Даву. Поэтому император обратился к Мюрату с его большим кавалерийским резервом. Это была отчаянная авантюра. Лошади устали и страдали от холода. Пехота оказалась бы в меньшинстве и без поддержки. Но смелый и бесстрашный маршал Мюрат был неудержим. Он собрал 40 эскадронов кавалерии, 5000 драгун и кирасиров и повел их вперед. Так началась одна из легендарных кавалерийских атак наполеоновских войн. Не имея возможности двигаться быстрее, чем пешком из-за ужасных условий, кавалерия Мюрата, тем не менее, представляла собой грозную силу, включающую множество людей, лошадей и стали. Драгуны генерала Груши, шедшие впереди, отбросили наступающих русских. Затем в бой устремились закованные в сталь кирасиры да Атпуля на своих могучих конях. Найдя брешь между двумя русскими дивизиями, они прорвали вражескую линию. Казалось, что их уже не остановить. Они устремились вперед. Но это продолжалось недолго. Когда они приблизились к штабу Бениксена, русская батарея обстреляла французских всадников из пушек. Сам де Атпуль был смертельно ранен. Динамика французского наступления была утрачена. Когда началась русская контратака, Мюрат приказал своим эскадронам перегруппироваться и отступить. Но он не успел. Русская 4-я дивизия двинулась, чтобы преградить ему путь. Видя это, Наполеон приказал маршалу Бессьеру ввести вперед гвардейскую кавалерию. Это были 2000 лучших кавалеристов Европы. И под возгласы «Да здравствует император!» они устремились в водоворот выстрелов и снега.
Когда полковник Лепик увидел, что его люди пригибаются, он крикнул: «Выше головы, господа! Это картечь, а не дерьмо!» Гвардейские шоссеры обрушились на первое попавшееся русское каре, рассеяли вражеских артиллеристов и проложили путь отступающим эскадронам Мюрата. Французская атака под Эйлау войдет в историю как один из самых смелых и отчаянных военных маневров эпохи. Потери в людях и лошадях были огромны, но задача была выполнена. Русское наступление было остановлено, и инициатива перешла к Наполеону. Третий корпус маршала Даву, прославленные герои Аурштетта 4 месяцами ранее, теперь прибыл в полном составе для проведения полномасштабного наступления. Предвидя это, Багавут отошел на новый оборонительный рубеж на Крекской горе, высоте, идеально подходящей для артиллерии. 2 часа продолжался беспорядочный бой, когда каждое продвижение французов наталкивалась на яростную русскую контратаку. Но поддерживаемый драгунами и дивизией Сент-Илера, третий корпус медленно теснил противника. Бениксен был вынужден направить в бой свой последний резерв – 14-ю дивизию Каменского. При поддержке кавалерии она оттеснила французов от Кляйн-Заусгартена и далее по полям, пока ее продвижение не было остановлено французской артиллерией. Когда в 15 часов Даву возобновил атаку, русская линия дрогнула. Крекская гора была взята. Штаб Бениксена в Ауклаппене тоже был взят. Бениксен собрал достаточно сил, чтобы создать новую оборонительную линию, но французские орудия, подвезенные к Крекской горе, открыли сокрушительный огонь. Давление французов было непреодолимым. Русский фланг в любой момент мог рухнуть, что принесло бы Наполеону победу, к которой он так стремился. Требовался лишь один – последний рывок. Рано утром Бениксен отправил прусскому генералу Антону фон Листоку срочный приказ – как можно быстрее соединиться со своим корпусом с главной армией. Несмотря на свои почти 70 лет, Листок был все так же энергичен, как и при Фридрихе Великом, и ему помогал очень способный начальник штаба полковник Герхард фон Шарнхорст. Корпус Листока, 9000 человек, находился в 13 километрах к северо-западу от Эйлау под пристальным наблюдением 6-го корпуса маршала Нея. Его задача состояла в том, чтобы любой ценой не допустить соединения пруссаков с русскими. Но, проведя форсированный марш по замерзшим, холмистым, проселочным дорогам, Листок смог обойти блокирующие силы Нея. К радости Бениксена, к началу дня пруссаки достигли Шмадиттена. Времени терять было нельзя, левый фланг рушился. В 16:00 пруссаки Листока двинулись вперед. К этому времени солдаты Даву уже много часов продвигались вперед и были совершенно измотаны. Они успели сделать несколько беспорядочных залпов, после чего повернулись и побежали. Русская конница устремилась за ними в погоню. Маршал Даву, имея в своем распоряжении всего одну полную дивизию, готовился к отпору на Крекской горе. «Храбрецы!» — кричал он, — «найдут здесь славную смерть!» К счастью для Даву, атаки противника были плохо скоординированы, и его 40-пушечная батарея нанесла страшные потери.
Около 5:30, когда наступили сумерки, в погоню за пруссаками прибыл корпус Нея и занял Шладиттен. Эта новая угроза заставила Бенниксена отказаться от атаки на Даву. С наступлением темноты эта бойня подошла к концу. С тех пор, как в 1804 году Наполеон короновал себя императором, каждая его кампания, каждое сражение заканчивались блестящим успехом. И вот серия побед закончилась. Бенниксен, осознав истинные масштабы потерь своей армии и острую нехватку боеприпасов, в одночасье отступил. Французы остались на замерзшем, усыпанном трупами поле боя, что позволило Наполеону заявить о своей победе. Но на самом деле Эйлау был кровавой бойней без победителя. Как воскликнул маршал Ней, увидев поле боя: «Что за резня?» И без всякого результата. Точные цифры потерь неизвестны из-за хаоса и условий сражения. Но, скорее всего, русские потеряли 20 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными, а французы, возможно, до 25 тысяч человек. Ясно лишь то, что тысячи французских ветеранов, победителей Ульма, Аустерлица и Йены, встретили свой конец на заснеженных полях Восточной Пруссии. В дальнейшем наполеоновская Великая Армия одержит еще много великих побед, в том числе и сокрушительную победу над русскими войсками Бенниксена под Фридландом 4 месяца спустя. Но после жестоких потерь при Эйлау все уже было не так, как прежде. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, группа ВКонтакте и Дзен. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео.